Последнее, что помнил львенок после пробуждения, это странный укус какой-то осы, после которой вдруг резко стали закрываться глаза и подкашиваться лапы. Проснувшись, зверь с удивлением обнаружил отсутствие родной саванны и впервые услышал шум города, сидя в клетке. Тюрьма стояла на заднем дворе просторного особняка. Хозяин животного был наркобароном. Это была ужасная тайна, о которой знали все соседи, местные власти, полиция. Человек был слишком влиятельным, чтобы его трогали. На такие невинные забавы, как покупка контрабандного львенка, вообще закрывали глаза. Никого не удивишь хищным зверем во дворе наркобарона. Ему было абсолютно плевать на живых существ, если они не приносили ему пользу. Однако новая любовница обожала красивые фотки. В популярной соцсети она увидела у какой-то звезды фото с милым львенком и принялась просить любовника о подарке, причем просила не из питомника, а дикого из самой Африки. Мужчина только кивнул своему заместителю. Сам такими мелочами он не занимался. Уже через неделю пойманного львенка, накачанного снотворным, доставили в особняк. Любовница пищала от радости, а львенок, когда пришел в себя, чуть не умер от страха. Вокруг все было незнакомое и чужое. Еще и пищащая дамочка все норовила его потискать. Девушка таскала животное всюду, в салон красоты, магазины, кафе, на прогулку по центру города. Для дома влиятельного человека правила были не писаны. Она могла войти куда угодно с диким зверем на руках. Потом между любовниками произошел разлад. Мужчина не стал терпеть претензии девушки и просто выставил ее за ворота особняка. Львенка, чтоб не мешал, посадили в маленькую клетушку на заднем дворе. Вскоре в доме появилась новая любовница. Она предпочитала животным бриллианты, поэтому львенок так и остался сидеть взаперти. Если бы не сердобольная посудомойщица, зверек давно бы умер от голода. Женщина регулярно приносила животному еду и воду. Львенок встречал ее радостным мяуканьем. Остальных людей он остерегался. Они были странными, непредсказуемыми и страшными. Могли начать стрелять в разные стороны или безумно смеялись. В общем, место обитания львенка было жутким. Клетка стояла прямо под открытым небом. Когда зачастили дожди, львенок сидел под холодными струями и днем, и ночью. Участливая женщина накрыла клетку куском клеенки. Стало немного легче. Животное не просохло, но хотя бы на него не обрушивался поток воды. Однако поднялся холодный ветер. Он пронизывал тонкую шкуру зверя, заставляя его дрожать от холода. Сильные порывы сорвали импровизированную крышу, и стихия измывалась над львенком всю ночь. Утром ливень закончился. Выглянуло солнце, оно быстро просушило дорожки на заднем дворе особняка. Шерсть львенка стала немного волнистой от влаги, высохла, но животное никак не могло согреться. Казалось, холод идет откуда-то изнутри, заставляя львенка крупно вздрагивать. В носу неприятно чесалось, отчего зверек отчаянно чихал. Какая гадость! Скривилась новая любовница хозяина. Почему это убожество не пристрелят? К счастью, ее услышала только посудомойщица. Женщина тут же предложила новой фаворитке завтрак. Дама отвлеклась от зверя и исчезла внутри особняка. Мойщица посуды поспешно вернулась к маленькому хищнику. Львенок выглядел откровенно плохо. Женщина не сомневалась, что хозяин может пристрелить животное, если его об этом попросят. Поэтому собрала всю свою смелость в кулак и подошла к первому заместителю. Тот выслушал просьбу, после чего позволил приблизиться к хозяину дома. Наркобарон был в прекрасном настроении. Новая сделка принесла большую прибыль. Мойщица попросила отдать ей львенка вместо месячной зарплаты. Мужчина удивился и щедрым жестом разрешил забрать ненужное животное просто так. В тот вечер простывший зверь переехал из огромного особняка в маленький домик на окраине городка. Женщина отогревала львенка как могла, но ему не становилось легче. Тогда мойщица нашла ближайший зоопарк и тайком передала животное на попечительство. Работники сделали вид, что зверь появился из ниоткуда,
так как не могли обвинить влиятельного человека в плохом уходе за животным. Наконец, зверем занялись профессионалы. Первым делом его осмотрел ветеринар. Он назначил лечение, однако лекарство нужно было давать по часам, даже ночью. Тогда София, работница зоопарка, взяла львенка к себе домой. Животное устало от постоянных перемещений и болезней, поэтому уснуло еще по дороге к временному дому. Лекарство давал побочный снотворный эффект, поэтому зверек спокойно спал. Такса София по кличке Рокси была молодой собакой, энергичной и любопытной. Она с интересом наблюдала за новым жильцом, сначала из-за дверного косяка, потом из-за дивана. А когда увидела, что гость не двигается и спокойно спит, решилась подойти вплотную. Рокси старалась двигаться тихонечко, чтобы не разбудить львенка. Такса ходила кругами вокруг гостя, а когда он содрогнулся во сне, легла рядом, согревая теплом своего тела. Львенку действительно стало уютнее и теплее. Он невольно потянулся к мягкому боку и счастливо вздохнул. Наконец-то малыш чувствовал себя в безопасности. Однако стоило львенку проснуться, как он запаниковал. Рядом лежала совсем не мама, как ему казалось во сне. Собака тут же радостно завертела хвостом и лизнула гостя в нос. Львенок чихнул от неожиданности, вскочил и отбежал в сторону. Но Рокси двинулась за ним, как привязанная. Первые дни львенок изучал дом. Из-за приема лекарств и болезни животное много и часто спало. А когда открывала глаза, неизменно наталкивалась на радостную таксу. Сначала энтузиазм собаки сильно пугал. Но вскоре львенок привык к навязчивой компании. Куда бы он ни пошел, хвостом тянулась Рокси. София удивлялась поведению своей любимицы. Собака не отходила от львенка даже во время сна, ложилась рядом и терпеливо ждала пробуждения. Вывести Рокси на улицу оказалось проблематично. Она упорно не хотела покидать свой наблюдательный пост. Поэтому гуляли быстро. Такса успевала сделать все свои дела за несколько минут и возвращалась назад. Со временем львенку стало лучше. Он превратился в шаловливого огромного котенка, который очень любил играть. Теперь они с Рокси стали лучшими друзьями. Шутливо боролись между собой, бегали на перегонки, приносили хозяйке мячик. У львенка появились собачьи жесты и привычки, а такса перестала суетиться, обзавелась плавными движениями и гордой осанкой. Друзья не только играли, но и шкодили вместе. Когда у львенка зачесались когти, и он попробовал точить их об диван, такса тут же поддержала игру. Правда, подумала, что нужно диван разодрать полностью. Когда София пришла домой из магазина, повсюду валялись куски набивки, а из порванного дивана торчали пружины. В другой раз львенок заинтересовался мячиком. Рокси тут же услужливо принесла все свои игрушки и понеслась. Резиновые косточки и кольца летали в одной комнате с огромной скоростью. В итоге оказалось разбито несколько ваз, отколот кусок от люстры и треснуто оконное стекло. А как-то такса попыталась залезть в холодильник, встала на задние лапы, поскребла дверцу и печально вздохнула. Львенок решил, что подруге нужно помочь, устроился рядом, выпустил когти. Когда хозяйка прибежала на шум, двое разбойников счастливо доедали остатки вчерашней пиццы. Дверца холодильника была испорчена безвозвратно. София убедилась, что диким зверям в доме не место. Как только лечебный курс закончился и львенок почувствовал себя хорошо, девушка отнесла малыша к ветеринару. Рокси не хотела отпускать друга, скулила, кидалась под ноги. Пришлось Софии брать собаку с собой. Врач осмотрел львенка, подтвердил его хорошее самочувствие и одобрил переезд в новый вольер, выстроенный специально под него. Малыша усадили на траву и оставили изучать новую обстановку. Люди закрыли двери в вольер. Львенок оказался сам в незнакомом месте. Ему стало страшно и одиноко. Зверек сгорбился, а потом испуганно замяукал. Не успели люди опомниться, как мимо них пронеслась рыжая молния. Рокси мгновенно метнулась на выручку своему другу, просочилась сквозь прутья клетки и подбежала вплотную. Она облизывала грустную мордочку львенка, весело виляя хвостом.
Дикий зверь сразу же успокоился и вскоре с интересом изучал просторный вольер вместе с подругой. Софию попросили приводить собаку с собой на работу, пока львенок не освоится. Несколько недель Рокси исправно посещала зоопарк. Приходила утром, играла с ребенком целый день. В обед дремала рядом на большом камне под солнечными лучами. А вечером основательно облизывала недовольную мордочку друга и уходила с Софией домой. Внезапно у девушки случилась беда. Мама, живущая в другом городе, попала в аварию. Ей нужна была долгая реабилитация и постоянный уход. Поэтому София уволилась с работы, продала жилье и переехала к маме. Львенок и такса как будто чувствовали, что видится последний день. Они долго не отлипали друг от друга. Рокси пришлось уводить силой. Позже коллеги рассказывали, что львенок сильно переживал расставание с подругой, даже есть несколько дней отказывался. Но постепенно пришел в норму. Такса тоже скучала, печально вздыхала, выглядывала в окна нового дома, как будто ждала кого-то. Но время лечит. У животных улучшилось настроение, и они стали жить каждой своей жизнью. Через 1,5 года мама София оправилась настолько, что дочь могла ее оставлять одну на несколько дней. Девушка решила съездить на старую работу, чтобы повидаться с друзьями и коллегами. Рокси она взяла с собой. Такса всю дорогу поскуливала от восторга, узнавая родные места. Только они зашли на территорию зоопарка, как собака вывернулась из рук хозяйки и стремительно понеслась вглубь аллеи. София с другими работниками бросились следом. У львиного вольера столпилась огромная масса народу. Все взволнованно перешептывались и показывали рукой куда-то за решетку. У Софии все похолодело внутри. Она прекрасно понимала, что за 1,5 года милый львенок превратился в огромную груду мышц. Дикое животное одним махом лапы могло разорвать таксу. Однако стоило девушке протолкаться к ограде, как от сердца отлегло. Рокси выглядела крохотной по сравнению с подросшим другом, она юлой вертелась вокруг льва, а тот аккуратно ступал, чтобы не задеть собаку. Они радостно терлись друг от друга мордочками. Такса виляла хвостом, а лев мурчал от удовольствия. Животные узнают друзей даже через несколько лет с последней встречи. Они никогда не предают дружбу и не забывают добро.